Великий индийский обманщик. Скажите, сколько, по-вашему, может стоить Тадж-Махал? $1 миллиард? 2. А что, если я скажу, что в середине прошлого века один человек умудрился продать этот главный символ Индии трижды? Причем вместе со всей прислугой, охраной и садовниками. Но не спешите крутить пальцем у виска. Наш сегодняшний герой вообще не привык мелочиться. Как только Тадж-Махал ему приелся, он выставил на продажу древний красный форт в Дели. А когда и этого показалось мало, продал само здание парламента Индии. Да, вместе со всеми заседающими там в тот момент депутатами. И самое поразительное во всей этой истории то, что покупатели, богатые иностранные туристы, послушно подписывали чеки на миллионы рупий, искренне веря, что теперь мировое наследие принадлежит им. Этого человека арестовывали десятки раз суды и выписали ему в общей сложности 113 лет тюрьмы. Но каждый раз, когда на его запястьях застегивались наручники, он лишь снисходительно улыбался. Ведь для него просто не существовало стен, из которых нельзя было бы выйти, например, просто переодевшись в форму начальника этой самой тюрьмы. В эфире подкаст «Гениальные аферисты и преступники». Сегодня мы отправляемся в Индию XX века, чтобы узнать историю Митхилеша Кумара Шриваставы, которого весь мир запомнил под именем Великий Натварлал. Пристегните ремни, мы начинаем распродажу всемирного наследия. Митхилеш Кумар Шривастава родился в небольшой индийской деревне в штате Бихар. Его отец был обычным станционным смотрителем, и мальчику прочили скромную судьбу. Родители поднатужились и отправили сына учиться на юриста. Но молодой Митхилеш быстро понял, что буква закона интересует его куда меньше, чем лазейки в нем. Еще в юности он обнаружил у себя поистине пугающий талант. Ему достаточно было всего один раз мельком взглянуть на чужую роспись, чтобы тут же повторить ее с абсолютной точностью. Свою карьеру он начал с банального, подделывал банковские чеки и воровал деньги со счетов. Но мелкое мошенничество быстро наскучило амбициозному парню. Ему хотелось масштаба, театра и больших денег. Так на свет появился Натварлал. Он изобрел гениальную и до безумия простую схему. Натварлал тратил огромные суммы на то, чтобы выглядеть как очень важный человек. Он шил дорогие костюмы, арендовал роскошные автомобили и даже нанимал личных слуг, которые носили за ним чемоданы. Приезжая в Дели или Агру, он находил богатых иностранных туристов. Натварлал представлялся им высокопоставленным правительственным чиновником, который выполняет секретное и крайне деликатное поручение. Схема работала безупречно. Пользуясь своим навыком, он подделывал подписи первых лиц государства, включая саму Индиру Ганди. Натварлал показывал ошеломленным иностранцам фальшивые правительственные бланки с гербами и печатями. Легенда всегда была примерно одинаковой. Государству срочно требуются огромные средства на секретные нужды, поэтому премьер-министр лично уполномочил его тайно продать исторический объект частному лицу. И люди верили. Натварлал трижды продал Тадж-Махал, дважды Красный форт и один раз здание парламента. Самое поразительное, что он умудрялся включать в договоры купли-продажи даже обслуживающий персонал памятников, чтобы у покупателей вообще не оставалось сомнений в легитимности сделки. Доверчивые миллионеры подписывали чеки, а Натварлал растворялся в толпе до того, как они понимали, что их жестоко надули. Разумеется, индийская полиция сбивалась с ног. Натварлала ловили десятки раз в разных штатах страны. Против него было заведено более 100 уголовных дел.
Но поймать этого лиса было лишь половиной дела, удержать его за решеткой оказалось невыполнимой задачей. Натварлал совершил около 10 побегов, и каждый из них достоин голливудского фильма. Один из самых известных случаев произошел в тюрьме строгого режима в Канпуре. Натварлал умудрился подкупить охранника и передать на волю записку. Вскоре его сообщник тайно пронес в тюрьму сверток. Внутри оказалась новенькая, отглаженная форма высокопоставленного полицейского надзирателя и пачка наличных. Натварлал просто переоделся прямо в камере, уверенной походкой вышел в коридор и направился к главным воротам. Наглец не просто прошел мимо охраны, он сунул дежурным пачку банкнот в качестве чаевых. Охранники послушно взяли деньги, отдали фальшивому начальнику чести, сами открыли перед ним ворота. Свой финальный трюк Натварлал исполнил в 1996 году, когда ему было уже за 80. Из-за подорванного здоровья его везли под конвоем из тюрьмы в городскую больницу. На оживленном железнодорожном вокзале в Дели конвоиры буквально на минуту ослабили бдительность. Старик в инвалидной коляске просто испарился. Больше живым его никто не видел. Натварлал прожил долгую жизнь и стал в Индии настоящей легендой. В его родной деревне Бангхра его до сих пор считают местным Робином Гудом. Он никогда не грабил бедных, его целями становились лишь заносчивые богачи, жадные иностранцы и коррумпированные чиновники. Часть украденных денег он тратил на помощь односельчанам и устраивал для них щедрые праздники. Сегодня в индийском языке имя Натварлал стало нарицательным, так называют невероятно хитрых и удачливых обманщиков, которых просто невозможно поймать. И хотя Натварлала больше никто не видел, его история на этом не закончилась. Напротив, после его исчезновения в 1996 году началась последняя, пожалуй, самая абсурдная и запутанная мистификация в его стиле. В 2009 году адвокат Натварлала официально обратился в суд с требованием закрыть все оставшиеся уголовные дела против своего подзащитного. Причина была весомой. Адвокат заявил, что его клиент скончался еще 25 июля 2009 года. Но тут же вмешался младший брат Натварлала, который с возмущением опроверг эти слова. Брат утверждал, что великий аферист умер гораздо раньше, еще в 1996 году, почти сразу после своего знаменитого побега на вокзале, и был тайно кремирован в Дели. Кому верить в этой истории, не знает никто. Смерть Натварлала окутана такой же тайной, как и его жизнь. Индийские исследователи шутили, что этот человек умудрился обвести вокруг пальца даже старуху с косой, инсценировав собственную смерть как минимум дважды, чтобы полиция наконец оставила его в покое. Сегодня Натварлал прочно вошел в поп-культуру. О нем снимают масштабные болливудские блокбастеры, пишут книги и слагают городские легенды. И пусть с точки зрения закона он был преступником, для миллионов обычных индийцев он остался веселым трикстером, который показал, против абсолютной уверенности в себе, безупречных манер и капельки актерского мастерства не способны устоять ни законы, ни тюремные стены, ни даже самые охраняемые памятники архитектуры. На этом наш рассказ о человеке, который продал Тадж-Махал, подходит к концу. Слушайте подкаст «Гениальные аферисты и преступники», подписывайтесь, ставьте оценки и будьте осторожны, если в следующий раз на экскурсии вам предложат купить кусочек всемирного наследия по очень выгодной цене. История великого Натварлала оставляет после себя один очень важный вопрос. Как вообще возможно совершать подобные безумства и годами оставаться на плаву? Ответ кроется в психологии. Натварлал безупречно понимал природу человеческой жадности. Он знал, что когда перед богатым человеком маячит перспектива совершить сделку всей его жизни, рация отключается, а на его место приходит азарт.
Этот человек не использовал оружие, не прибегал к насилию и всегда действовал исключительно силой своего обаяния. На судах он не раз заявлял, что не считает себя виновным. «Я никого не грабил», — говорил Натварлал с легкой улыбкой. «Я лишь просил у людей деньги, и они сами, по собственной воле, отдавали их мне». Своими действиями он обнажал пороки общества, заставляя высокомерных миллионеров и коррумпированных чиновников выглядеть полными дураками. Возможно, именно поэтому народная память оказалась к нему так благосклонна. В мире, где правила диктуют сильные и богатые, людям всегда нужен был тот, кто сможет изящно обвести этих сильных вокруг пальца, оставив их с носом и пустыми карманами. Натварлал ушел красиво, не оставив после себя ни единой зацепки, но подарив миру одну из самых ярких криминальных сказок XX века. Сказку о том, как обычный парень из провинции заставил весь мир играть по своим правилам. Вы слушали подкаст «Гениальные аферисты и преступники». Впереди нас ждет еще много историй о людях, чья дерзость не знала границ, а изобретательность восхищала и пугала одновременно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, оставляйте свои комментарии и помните, если реальность кажется вам слишком скучной, возможно, вам просто нужно взглянуть на нее под другим углом.